Всем привет! Итак, настал 4-й день моего мотопутешествия. И сегодня я отправляюсь в следующий городок, тоже курортный для горнолыжников. Да, кстати, вчера я, конечно, прям серьезно тупанул. Когда я ходил в горы, я просто, конкретно сгорел. На солнце. Получается, у меня сгорел нос, лоб, шея, руки под футболку. И уже когда я вечером когда уже вечером в отеле, в номере отеля был, у меня как начало все гореть просто. Я подошел к зеркалу, я весь сгорел. И что самое интересное, да? Я сгорел. Мало того, что под футболку-то ничего страшного. Но я сгорел еще и под солнцезащитные очки. Я что, в очках ходил. Ой. Ну, в общем, не ожидал я. Ну да, там еще получается, возможно, да, вот из-за того, что я же был на высоте почти 2000 метров. А там, наверное, и солнце-то тоже, наверное, посильнее жарит. В общем, я конкретно не предусмотрел этот момент. Теперь буду ходить со сгоревшим носом, лбом. И еще в прошлом видео, да, я не упомянул, сколько у меня по времени занял этот поход в горы. Так вот, в общей сложности он меня занял где-то 7 с небольшим часов. Ехать мне сегодня не так, чтобы далеко, поэтому я особо спешить не буду. Так, потихонечку буду любоваться красотами природы горные. Значит, по плану у меня заселиться в отель, скинуть тоже вещи и налегке поехать подснять там ущелье такое, типа горное ущелье с трудно выговариваемым для меня названием Партнахклам. Ну, не знаю, может быть, еще я заеду на озеро Айбзее. Она тоже там рядом, даже ближе к моему отелю. Но почему может быть? Потому что я уже там был. Хоть и там не прям полноценная, да, там на этом озере был, так я просто автобус ждал свой
и прогулялся до этого озера. Но это было в 2017 году. Это озеро находится прямо у подножья самой высокой точки в Германии, ну, в немецких Альпах. Цугшпице называется она. Там я тоже уже был, и на самой этой вершине я был. Тоже, ну, также в 2017 году поднимался туда на фуникулере. Но в этот раз я не буду туда подниматься. Не вижу в этом смысла, я уже там был. Да и ну, у меня есть. Да и потом в Инстаграме у меня есть там пару фоток, даже какое-то такое коротенькое видео, по-моему, где я на этой вершине непосредственно нахожусь. И фотки также есть оттуда. Да, и этот путь, кстати, хоть он и не длинный у меня, где-то, я не знаю, 75 километров, что ли, мне туда ехать. Но я надеюсь, он будет такой, максимально такой живописный, среди гор. Не какие-то, да, там скоростные автобаны. Ну, хотя, может, и будет немножечко автобанов. Но в целом, думаю, такой вот будет живописный путь. Ну вот, о чем я и говорил. Максимально живописная дорога. Небольшие такие деревушки, городки. Запах свежескошенной травы такой. Деревенский, настоящий такой деревенский запах. И вот какой вид открывается, смотрите. Вот это вот интересно высокая гора. Не Цугшпице ли это и есть? Интересно. Пока что просто она самая высокая, вот эта вот, среди всех, что я вижу. Такой пик у нее. Ну, хотя нет, наверное, навряд ли. Я сейчас мимо ее проеду. Значит, где-то будет, получается, еще выше. Слушайте, ну вот такие вот дороги прям вообще кайфовые. Сейчас вот через лес еду. Тут так прохладненько прям стало. Не хочется вообще быстро ехать. То есть, ну, как бы я здесь могу сотню ехать. Но я бы, наверное, даже, не знаю, полтинник бы ехал. Такая прям релаксовая дорога такая, прям вообще обалденно. Тут как-то вот я сейчас горы, получается, как будто проехал. И тут такие, ну, просто как бы леса, холмистая такая местность. Фу. Останавливал сейчас. Снял кофту из-под куртки. Это прям жарковато стало сейчас. Ой, хорошо так продует. О, гора какая передо мной. Да блин, еще же я, как я уже говорил, я сгорел вчера. И начал снимать все. Солнце, получается, попадает на те места, где вот у меня обгорело все. А там так сжечь начинает просто. Ой-ой-ой.
Я не знаю, сейчас надо заехать куда-то, взять крем, что ли. Вот я не знаю, какой брать-то, когда уже обгорел, чтобы дальше не обгореть от солнца, или же какой-то, который типа там, не знаю, охлаждает и заживляет. Вот это вопрос, да, на миллион. Я как-то в этой истории не разбираюсь. Уж я не любитель там позагорать. Не в курсе, какие там крема нужны и все такое. Вот тут прям дорога среди гор. И снова так полюбившиеся мне горные серпантины. Не, ну какая природа, смотрите. О, обалденно. Катишься так на чили вообще прям. Ну вот я уже почти на месте. Осталось 9 километров. Но тут я скажу, наверное, все-таки покруче, наверное, будет природа, чем там, чем вот в прошлой, где я горах был. Здесь они как будто бы это покрупнее. Ну или это просто вот что внутри как бы это всей истории ты находишься. Здесь все прям, все вот эти населенные пункты, они прям у подножья, можно сказать, гор. Ну хотя там тоже, в принципе, это деревня среди гор. Итак, я скинул, короче, сумку с вещами и сейчас отправляюсь в ущелье. Вот здесь отель, вот так вот с таким видом. Вот там вот отель, вон он, и вот такой вид. Вот это, по-моему, вот это и есть, по-моему, Цугшпицы. Но потом я точно скажу, потому что я поеду, наверное, еще к озеру. И там уже, ну, по-моему, это она и есть. Блин, солнце палит вообще. А у меня как назло еще. Я же сгорел. Блин. Вообще придется, наверное, в кофте ходить. Потеть. Потому что жжет солнце вообще неимоверно. Мои ожоги эти солнечные, они еще больше усугубятся, если я открою вот эти части, которые у меня обгорели, опять же, повторно солнечным лучам. Ой. Вот я, конечно, не продумал вот этот момент. Но я же говорю, я как-то вот не знаю. А она же еще так, ну, ты тоже странно, да, и когда ты идешь, ты не... Я вот вчера, когда шел, ты не чувствуешь, например, что вот тебе как-то жарко, тебя обжигает там или что-то в этом роде. То есть нету вот этого вот ощущения. То есть ты, ну, абсолютно не осознаешь, что ты сейчас обгораешь. Все-таки я заехал, купил какой-то, не знаю, спрей, что ли, Автосан. Ну, типа, наверное, облегчает как-то там вот эти ожоговые боли или как, я не знаю. Ну, сожгло меня, говорю, прям вообще конкретно. Я думаю, все-таки большую роль сыграло то, что
Я был на такой возвышенности, да, то есть солнце там, очевидно, сильнее хлещет, чем в низине, например. В общем, я на месте. Ну и тут не без проблем. Придется идти пешком до самого ущелья. Парковка рядом с ущельем не работает. Не знаю, может они там ремонт какой-то затеяли или что. В итоге пришлось за 1,5 километра до парковки паркануться. Сейчас иду пешком туда. Вот, там, говорят, есть еще такой типа обход, где непосредственно вот, ну, прямо ты проходишь, ну, где ты покупаешь тикет и проходишь и идешь через ущелье. А есть такой обход типа налево, рядом с гостевым домом каким-то, где ты можешь оказаться на мостике сверху этого ущелья. Вот попробую сначала туда добраться, а потом пойду уже в ущелье. В общем, я свернул, чтобы оказаться сверху этого ущелья. Что-то у меня прям флешбэк накатил, как вчера я лазил по горам. Такой же подъем, только по дороге, но подъем такой же крутой. Не знаю, стоит он того или не стоит. Похоже, я на месте. Вот он, этот мост. Сейчас посмотрим, какой вид с него открывается на ущелье. Не знаю, видно на камеру или нет. Ну да, стихия, конечно, там бушует прям. Но в целом бы не сказал, конечно, что тут все такое интересное. Думаю, в самом ущелье-то поинтереснее будет. Ну вот я непосредственно перед входом в ущелье. Тут такая бурная прям река. Фу. Смотрите, какой здесь проход. Ничего не видно. Тут прям уже прохладненько так. Ну такая вот, конечно, стихия. А вот тут видно, нет, такой мини-водопадик. Вообще круто, впечатляет. Сюда точно обязательно надо сходить, кто будет в Баварии.
Это страшная сила. Как же он бушует! В общем, я дошел до конца ущелья, вышел из него сейчас. И тут, ну, прям на контрасте так. Там все бушует, ничего не слышно, шум такой. И здесь такая, ну, может быть, не прям тишина. Но река уже не так прям шумит. Ну, вообще, конечно, зрелище, огонь вообще. Ну, мне понравилось. Здесь в тенек встану. Мне понравилось, да. Определенно стоит того, чтобы посетить это место. Итак, я вернулся. Что могу сказать? Да, это место, ну вот это ущелье, однозначно стоит ее посетить. Выглядит это, ну, просто офигенно. Да, кстати, она оказалась довольно-таки не длинной. Я сейчас в интернете глянул, сейчас загуглил. Я сейчас загуглил, 700 метров всего длиной. Но мне так и показалось, что она, ну, я так быстро прям ее прошел, не знаю. Ну и не знаю, наверное, у меня в принципе еще есть время. Наверное, по-быстрому так загляну на озеро Айбзея. Как я уже говорил, я там был. Ну и плюс она вот находится прямо вот у подножья самой высокой горы, точки горы, не знаю, как правильно выразиться, в Германских Альпах. Что-то я там тут прям по каким-то проулкам, закоулкам. Вот она и гора эта. Вот она по левую сторону от меня. Да, вон видно, типа, этот подъемник, фуникулер, или как, не знаю правильно назвать его. И вон наверху, на самом, не знаю, на камеру, я думаю, не видно. Там, кстати, наверху, да, ресторан. То есть там, ну, почти 3000 метров она. Что-то там 2800, не знаю. Потом внизу подпишу. И вот там прям ресторан. Я, кстати, в этом ресторане кушал в 2017 году. Тут такая прям опять лесная такая природа начинается. Ну да, внушительная такая скала. Ну да, должен признать, когда приближаешься к ней, настолько, ну, такой масштаб. О. Вот тут действительно высота так высота. И резко прям меняется. Ну что, я на озере. Но он вообще с 2017 года она конкретно изменилась. Вот. Ее можно вот так вот вокруг типа обойти.
И это займет, ну, примерно пишут 90 минут, это 7,5 километров. Так вот, как она изменилась? Я когда здесь был в 2017 году, здесь, например, вот это вот, с вот этих строений, здесь вот ресторан открыли, вот там вот причал, этого всего не было. Да, вот там вот дальше видно, вот он, видно это отель. Отель этот был, да. Ну вот это вот всего, причала, ресторана, этого не было. То есть они тут конкретно инфраструктуру подшаманили. Ну и вот этот подъемник, да, вот этот фуникулер, ну на вершину, короче. Он тоже обновленный весь, там все обновили. И само здание прям выглядит, ну, как будто оно вот прям, не знаю, в прошлом году, грубо говоря, построили, прям новенькое оно. И вот сейчас я иду по тропе. У меня просто воспоминания. Я помню, вот с этого места я делал фото. Но сейчас я не знаю, тут все заросше. Вот, как видите, лесом. Потому что, я не знаю, я был совсем в другой сезон. Сейчас-то, получается, осень, сентябрь. А я был весной, в марте. Вот. Ну и, возможно, да, растительность немного как-то вот, ну, отличается. Все-таки весна, осень. Хотя в целом, ну, в Германии здесь, я не знаю, как, конечно, здесь в Баварии. Но у нас там плюс-минус, да. И деревья такие, что они зимой зелеными остаются в основном. Трава зеленая. Даже если снег прошел, то в принципе, когда он стаивает, все равно все зеленого обратно становится. Вот так вот. Но не, сейчас здесь такого вида нету, конечно, не видно. То есть маленько, да, вот горы проклевываются. Но именно вот того эпика. А может быть, ну не, мне кажется, вот которые лиственные деревья сейчас, они не были зелеными просто-напросто тогда еще. Ну, март кого. В начале даже, наверное, марта это было дело. Была только вот это, были вот это только хвойные. Ну вот даже, ну, я думаю, на камеру, может быть, и не видно. Там прям как раз вот фуникулер сейчас спускается. Вот она. Вон она, самая точка, вот эта вот вершина. Вот она. Вот она. Самая высокая, да. Блин, я помню, туда поднимался, ну, типа, уши закладывает. Вот. Но когда я спускался, я не знаю, может, у меня как-то особенность организма такая какая-то или что. Ну, у меня прям так уши, ну, вот именно, то ли он сильно резко так вниз идет, то ли что. У меня прям так уши заложило, мне, ну, прям ощущение, как будто сейчас у меня кровь из ушей пойдет, реально. Вот настолько. Я вот, ну, мне прям запомнилось, поэтому этот момент вообще жесть. Они, остальные люди нормально, типа, там, ха-ха, что-то там разговаривают, хихикают, там, эти лыжники, естественно, там, с лыжами. Но мне, видимо, меня что-то как-то к вот этому резкому перепаду давления, высоты, у меня организм очень болезненно реагирует на это. Ну что ж, я вернулся в отель. Номер у меня, конечно, шик. Смотрите, какая кровать. King size. Вообще люксовый номер, короче. Вот с таким вот видом. Где тут? Вот с таким вот видом, смотрите. Супер. Так у меня даже есть здесь терраса, типа балкончик. О, как
Вообще круто. Фартануло мне тут и диван. Есть. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ну и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.